Называете эту негативную мысль. And you keep reminding yourself, it's only a negative thought, it's only a negative thought, it's only a negative thought. Ну и повторяете себе, напоминаете себе о том, что ну всего лишь это негативная мысль, не более того. And maybe the negative is a great big one, and you have to sort of dance around it a little bit, you know. Может быть, этот негатив какой-то очень большой, какая-то серьезная мысль, его надо как-то вот так вот обойти осторожно. В танце. I told Andre that when I'm on stage, he must dance with me. Вот переводчик инструктировали, Джон просил, когда мы выйдем на сцену, пожалуйста, танцуй, как я. Но не всегда получается. I said, I don't want you over in the side where I can't see you. You come dance. Да, переводчик не должен стоять там где-то с краю, я должен тебя видеть, говорит. And so what you do is the negative comes, and it's a bad negative, it's a big negative, and so you have to kind of dance, and you might go, it's only a negative thought, it's only a negative thought. Вот приходит негативная мысль, большая, страшная, и вот все, что можно с этим сделать, и так вот ее аккуратно, за много шагов, в танце, в изящном обойти. Да, вот так примерно, да. Because once again, negatives only have power over you if you react. Потому что, еще раз можно повторить, негатив только тогда вас берет за горло, когда вы реагируете на него. Anything that keeps you from reacting from it takes the power away from it. Если что-то позволяет вам не реагировать, это вас спасает, избавляет от власти негатива. Third technique is called exaggeration. Третья методика, третий подход называется преувеличение, раздувание масштабов. And in the exaggeration technique, what you do is you don't cut it off, you don't label it, you exaggerate it. То есть мы уже не отрубаем, не отсекаем, мы не помечаем негатив, мы его намеренно преувеличиваем. These are all different techniques. Это, еще раз, самые принципиально разные методы. And the key in the exaggeration technique is you exaggerate it into ridiculousness. В чем здесь суть этого метода? В этом методе ваша задача раздуть негатив до абсурдных масштабов. It's the ridiculousness part of it that is important in this technique. И в этой методике важна именно абсурдность. So let's, for example, say that you have a sales call that you're going to go and see one of your clients. Ну, скажем, вам звонят из группы продаж и говорят, что нужно поехать встретиться с одним из клиентов. And your mind says to you, don't bother going, she's not going to buy, you're not feeling good today, you're not going to make that sale. Что нам говорит сознание? Ну, что я туда поеду, не хочется, и все равно она ничего не купит, и вообще голова болит, плохо себя чувствую, не поеду. And then you catch yourself and you go, wait a sec, that's only a negative thought. Но потом вы ловите себя на том, что, минуточку, ведь это всего лишь негативная мысль. And we know the mind is the great trickster. И мы знаем, как обманывает нас сознание. And so we're always observing, watching for it, because we know it will try to trick us sometimes. И поскольку мы это знаем, мы все время за ним наблюдаем, смотрим, что оно с нами делает. And we know we have 4 excellent good techniques to use on negatives. А у нас на вооружении 4 замечательных метода противодействия этому. So we decide to use the exaggeration technique. И здесь мы решаем выбрать метод преувеличения. And we say to ourselves, that's right, my client is not going to buy. Что мы себе говорим? Да, хорошо, мы соглашаемся. Клиент ничего не купит. In fact, I wouldn't be surprised if when I go over to her house, that probably she's going to open the door and there's a big mechanical boxing glove that's going to smash me in the mouth. Более того, мы представляем себе, вот мы приедем к ней, она откроет дверь, и что будет? И там будет такая вот механическая боксерская перчатка, которая сразу нам в лицо ударит, и мы отлетим в сторону. And then she's going to release her dogs on me, her new dogs that she just bought, and they're going pit bulls, Doberman Pinschers, and they're going to be biting me. А потом она спустит на меня свои
собак, она их как раз только что купила по этому случаю. Бультерьер, доберман-питчер, они набросятся на меня со всех сторон и всего меня разгрызут. And then she's going to get a pail of water, and she's going to throw this pail of water on me. Потом она обольет меня из ведра водой. And then probably she and her family, they're going to all leap up with this great big banner that says, "You fool, why did you come here?" А потом она приведет всех своих родственников, которые выйдут на демонстрацию с плакатами, где будет крупно написано: "Идиот, что ты здесь делаешь, зачем ты пришел?" Ridiculous. Абсурдно. Yeah. But that's the point. Но в этом-то все и дело. That's the point, because it's so ridiculous that you get laughing. Это смешно, да? Абсурдно до смеха. Because you say, of course that's not going to happen. Потому что вы специально это преувеличили до абсурдных масштабов. And it also makes you realize that your thought that you weren't going to make the sale or that she wasn't going to buy was also ridiculous thought. И тогда вы понимаете, что вот самая исходная мысль, что она у вас ничего не купит, эта клиентка, тоже была абсурдной мыслью. It was only a negative thought. That's all it was. Всего лишь одна негативная мысль. Вот и все. Let me give you another example of the exaggeration technique. Еще один пример, как можно применить методику доведения до абсурда или преувеличения. Let's say that you've got a dinner party and a number of friends coming over, and you decide to try a new recipe. Ну, допустим, вы закатываете вечеринку, приглашаете друзей и решили попробовать приготовить что-то новенькое по рецепту, которого вы еще не знаете. And so there you are cooking this new recipe, and suddenly your mind goes, "What's this? Trying something new? It's going to be a disaster." И вот вы начали что-то колдовать над этим рецептом, над этим блюдом, и вдруг ваше сознание поднимает голос и говорит: "Да что ж ты делаешь? Ты никогда этого не пытался раньше делать, это приведет к катастрофе, ничего не получится." Why are you trying something new when people are coming over? Are you crazy? Зачем ты пытаешься приготовить что-то новое, чего не знаешь, когда сейчас придут гости? Ты вообще с ума сошла? And then, of course, because you're observant, you recognize, it's a negative thought. Но мы-то настороже, мы наблюдаем за своим сознанием и видим: ага, вот еще одна негативная мысль. And so you use one of the techniques on the negative. И берем какой-нибудь из методов, чтобы противостоять. And in the exaggeration technique, what you do is you exaggerate it into ridiculousness. И если это методика привлечения, мы начинаем опять раздувать эту ситуацию до абсурдных масштабов. And in the exaggeration technique, you always agree with the negative. В этом методе очень важно сразу согласиться с негативной мыслью. You say, "That's right, it's not going to turn out." Вы говорите: "Да, действительно, ничего не получится." In fact, I wouldn't be surprised if the whole concoction boils out of the pan, all over the stove, all over the floor. И более того, вы продолжаете наращивать эту ситуацию, говорите: "Ничего удивительного, если сейчас все из кастрюли полезет, зальет всю плиту, весь пол, всю кухню." It might even leave the floor and go out into the living room. Потом оно поползет в гостиную отсюда. It might even leave the living room, go out into the house, and go out onto the street and cause an accident. Но в гостиной не поместится эта каша и выйдет на улицу, и заполнит все улицы, и произойдет катастрофа. I might be on the evening news, cooking accident causes death. И я попаду в вечерние новости, будут заголовки газет, где будет написано: "При приготовлении ужина пострадало, погибло десятки человек." I didn't want to be in the news that way. Ну, хочется быть в новостях, да, но не так. I thought it would be for my sales achievements. Я думал, что в новости я попаду в строки новостей за свои достижения в продаже продукции. But so on the ridiculous, now it's ridiculous, totally ridiculous. And your mind will start to say, "Oh, don't be so ridiculous." Ну, это же абсурдно, ситуация, которую вы нарисовали. Теперь уже сознание само вам скажет: "Да что ты вообще тут нарисовал? Это полная сумятица. Не может такого быть." And then you start talking to your mind and you say, "What? It's not going to go outside? I'm not going to cause an accident?" И дальше мы начинаем диалог со своим сознанием. Мы ему говорим: "Что,
правда, оно так далеко не пойдет, на улицу не выйдет, катастрофы не будет. And your mind will say, of course it's not going to go outside, you're not going to cause a accident, don't be so ridiculous. Сознание говорит, ну конечно, на улицу это не пойдет, откуда? Вообще, надо быть реалистом все-таки. And then you say, is it going to flow all out into the living room? Но вы говорите, ну уж в комнату-то оно полезет из кастрюли. And your mind says, of course it's not going to. Сознание говорит, нет, ну это тоже нет, это ерунда. And you say, well, is it going to go outside of the saucepan? Ну уж из кастрюли там или сковородки это вылезет. And your mind says, I don't know. Ага! А сознание-то что вам говорит? Я не знаю. И вот на этом вы его ловите. Ага! You see, your mind doesn't know. Видите как? Сознание-то, оказывается, не знает. Your mind doesn't know that the recipe's not going to turn out. Оно не знает, оно не может быть уверено в том, что у вас не получится приготовить блюдо по рецепту. Your mind doesn't know that you're not going to make another sale. Ваше сознание не может знать, что продать продукт новому клиенту не получится. It doesn't know. Не знает оно этого. Wouldn't it be great if when negatives came, they came with like a little warning red light or maybe a little buzzer that went dan, 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 dan. Вот было бы здорово, когда всякая негативная мысль сопровождалась вот таким вот, знаете, тревожным сигналом, красным огоньком, что вот, смотрите, пришло. You forgot that. Да, вот этот сигнал. Все, надо повторять. I mean, wouldn't it be great if that's how they Правда, were? было бы здорово, если бы предупреждали нас. Then we could know they're negatives. Мы бы сразу знали, ага, негатив пришел. But they don't come like that. Но так не бывает. When negatives come to us, they come like the voice of God. Когда приходит негатив к нам, наше сознание, оно маскируется под глаз с небес, глаз Божий. Guess what's going to happen to you? Вот что с тобой сейчас произойдет, говорит оно. And they carry such authority with them. И приносит с собой массу всего, что подтверждает. And yet they're only negative thoughts. И все эти мысли только негативные. So the third technique of eliminating negatives is to use the exaggeration technique. Так что вот еще третий метод, как бороться с негативом. Раздуть до абсурда. Now the fourth technique Номер 4 теперь. is to counteract the negative with the exact opposite. Противопоставить негативу его полную противоположность. So when the thought comes to you that the recipe's not going to turn out, you counteract it with the exact opposite. The recipe's going to turn out great. Когда к вам приходит мысль, что у меня не получится приготовить блюдо по новому рецепту, вы противопоставляете абсолютно противоположную мысль. У меня это получится, говорите вы.